Врач смотрел обычное телешоу. Женщина рассказывала о международных поездках и новых угрозах в сфере безопасности, но его внимание вдруг приковало не содержание ее речи, а нечто странное на ее шее. Камера сделала общий план, потом приблизила, и на экране стало видно, у нее справа под подбородком отчетливо выделяется уплотнение. Оно было несимметричным, как будто под кожей что-то выпирало. Опыт врача не позволил проигнорировать увиденное. Он знал, такие образования могут быть признаком серьезной патологии. Он сделал скриншот с экрана и начал пересматривать запись. При смене ракурсов шишка оставалась на месте, не исчезала в тени и не менялась под цветом софитов. Это точно не была просто складка кожи или след от макияжа. Она напоминала опухоль, плотную и неподвижную. У врача сжалось в груди, он понимал, что такие находки на шее требуют немедленного внимания. Особенно если человек сам ничего не замечает. Он решается связаться с редакцией передачи. Не чтобы поднимать панику, а чтобы просто предупредить. Возможно, это ничего. Но, возможно, это ранний сигнал рака. Один внимательный взгляд с экрана мог изменить чью-то судьбу. И, как показали дальнейшие события, он оказался прав. Реакция в студии. Когда сообщение врача дошло до редакции, его восприняли с долей скепсиса. Однако один из сотрудников пересмотрел запись и действительно заметил странную асимметрию на шее гостьи. Решили действовать деликатно. Женщине написали письмо с объяснением ситуации. Мол, один из телезрителей заметил на видео нечто, что может быть связано с ее здоровьем, и советует пройти обследование. Сначала она подумала, что это шутка, но когда ей прислали стоп-кадр, где четко видно образование под кожей, стало не по себе. Она сразу же записалась к врачу, даже несмотря на то, что не чувствовала никакой боли, тяжести или давления. На ощупь участок был плотный, но раньше она просто не придавала этому значения. На приеме врач подтвердил, уплотнение есть. Оно не двигалось, имело четкие границы и, что особенно важно, не болело. Это уже вызывало тревогу. Женщина рассказала, что давно замечала небольшую припухлость, но считала, что это просто особенность строения тела. Она не обращалась к врачу. Не было причин. До этого дня. С этого момента ее жизнь изменилась. Один внимательный взгляд через экран стал причиной визита к врачу. И хотя все началось с простой рекомендации, теперь перед ней стоял реальный диагноз, которого нельзя было игнорировать. Что это может быть? Когда врач осмотрел пациентку вживую, он сразу понял, образование требует срочного обследования. Оно находилось в нижней части шеи, ближе к центру, и не смещалось при пальпации. Это исключало простые варианты вроде кисты или жировика. Врач начал перечислять возможные причины. Одной из самых частых причин шишек в области шеи являются увеличенные лимфатические узлы. Они реагируют на инфекции и воспаления, но, как правило, болезненны и подвижны. Здесь все было иначе. Второй вариант – узел щитовидной железы. Такие образования встречаются у многих людей и чаще всего доброкачественные. Но именно их важно отличать от злокачественных. Особенность злокачественных опухолей – они растут быстрее, имеют неправильную форму и часто не вызывают никаких симптомов до последнего момента. Были и более редкие гипотезы – опухоли слюнных желез, лимфома или метастазы из других органов. Все это врачи держали в уме. Но больше всего их настораживала плотность образования, его размер и неподвижность. Эти признаки не давали поводов для оптимизма. Пациентке объяснили, нужна полная диагностика. Она сама была потрясена, не чувствовала ни слабости, ни температуры, ни боли. Но врачи знали, некоторые болезни проявляют себя именно так, беззвучно, скрытно, пока не становятся слишком серьезными. На операционный стол. После первичного осмотра врачи назначили ультразвуковое исследование. Оно по размерами чуть меньше 1 дюйма с нечеткими границами и гипоэхогенной структурой. Это значит, что ткань поглощала ультразвук иначе, чем здоровая. Это могло говорить о злокачественной природе. Также было проведено обследование крови на гормоны щитовидной железы. Они оказались в норме, но это не исключало риск. Ключевым стал следующий шаг. Тонкоигольная аспирационная биопсия. С помощью тонкой иглы врачи взяли образец ткани из узла для анализа под микроскопом. Через несколько дней результаты показали атипичные клетки. Этого было достаточно, чтобы заподозрить рак и рекомендовать хирургическое вмешательство. Женщине объяснили возможные риски: повреждение возвратного нерва, влияющего на голос, нарушение работы паращитовидных желез, кровотечение. Несмотря на страх, она согласилась. Было решено провести гемитиреоидэктомию, удалить 1 долю щитовидной железы вместе с подозрительным образованием. Операция проходила под общим наркозом. Хирурги работали осторожно, стараясь сохранить все важные структуры. Сам узел оказался плотным, серовато-желтого цвета. Его немедленно отправили на срочное гистологическое исследование.
Пока пациентка отходила от наркоза, патологи уже начали изучение под микроскопом. Ответ должен был стать поворотным моментом. Необычный диагноз. Гистологическое заключение стало неожиданностью даже для опытных врачей. В ткани узла были обнаружены признаки медулярного рака щитовидной железы, редкой и агрессивной формы злокачественной опухоли. В отличие от более распространенного папиллярного рака, медулярный развивается из особых клеток, называемых S-клетками. Эти клетки вырабатывают гормон кальцитонин, который регулирует уровень кальция в крови. Медулярный рак может быть как спорадическим, так и наследственным. В данном случае врачи рекомендовали генетическое тестирование. Оно выявило мутацию в гене RET, что подтвердило наследственную форму заболевания. Это значит, что риски есть не только у самой пациентки, но и у ее ближайших родственников. Им также предстоит обследование и, возможно, профилактическое лечение. Особенность этого типа опухоли в том, что он может долго не проявляться. Узел растет, но не болит, не давит и не вызывает дискомфорта. Именно поэтому медулярный рак часто обнаруживают на более поздних стадиях. Женщине повезло. Благодаря внимательности врача все было замечено вовремя. Эта находка стала не только медицинским открытием, но и личной победой. Вовремя обнаруженная опухоль дала шанс на полное излечение, но впереди долгий путь наблюдений, возможной терапии и профилактики для всей семьи. И все это благодаря внимательному взгляду через экран. От УЗИ до биопсии. Следующим шагом стал полный комплекс диагностических процедур. Первым взяли ультразвуковое исследование щитовидной железы. Врач оценил внутреннюю структуру узла. Цветовое доплеровское сканирование показало усиленный кровоток в центральной части. Подозрительный признак. Размер узла, его форма и эхосигналы говорили о том, что злокачественный процесс нельзя исключать. Затем провели анализы крови, уровень тиреотропного гормона ТТГ, свободного тироксина Т4 и триодтиронина Т3. Все эти гормоны оказались в пределах нормы. Но факт нормальных показателей не исключал ракового процесса. Некоторые опухоли не нарушают работу организма на ранних стадиях. Также проверили уровень кальцитонина, гормона, который вырабатывают S-клетки щитовидной железы. Он оказался повышенным, что усилило подозрение на медулярную форму рака. Ключевой этап – тонкоигольная аспирационная биопсия, ТАБ. Под контролем ультразвука тонкая игла вводится в узел и вытягивает несколько клеток. Образцы фиксируют и отправляют к цитологу. Там специалисты ищут атипичные клетки, измененные ядра, нарушенные клеточные структуры, признаки агрессивного роста. Результаты биопсии пришли через несколько дней. И они подтвердили тревожные подозрения. Среди клеток были выявлены атипичные, что говорит о присутствии злокачественной опухоли. Таким образом, сочетание данных ультразвука, анализа гормонов и биопсии позволило поставить диагноз. Не окончательный, но достаточный для принятия решения об операции. Ведь в медицине часто действует правило: лучше вмешаться раньше, чем ждать, когда болезнь перерастет пределы контроля. Роль щитовидной железы. Щитовидная железа – небольшой орган, расположенный у основания шеи, но ее значение огромно. Она регулирует обмен веществ, контролирует температуру тела, частоту сердцебиения и даже влияет на настроение. Ее ткани могут образовывать узлы. Участки уплотнения, которые бывают как доброкачественными, так и злокачественными. Узлы щитовидки встречаются у почти половины взрослого населения, особенно у женщин. Большинство из них безвредны. Но врачи всегда настороженно относятся к случаям, когда узел плотный, не двигается, имеет неровные контуры или растет. Все это может говорить о раковом процессе. Щитовидная железа состоит из двух долей, соединенных перешейком. Когда возникает опухоль, чаще всего поражается одна доля. Медулярный рак, как в этом случае, развивается из особых S-клеток, которые не участвуют в выработке основных гормонов, но влияют на уровень кальция в организме. Важно то, что медулярный рак часто не влияет на гормональный фон, поэтому стандартные анализы могут не показать отклонений. Это и делает его коварным. Единственный способ обнаружить – визуализация и анализ ткани. Поэтому при любом обнаружении узла врачи рекомендуют обследование, даже если ничего не болит. Теперь, понимая устройство щитовидной железы и механизм заболевания, становится ясно – даже маленький узел может стать угрозой. И именно внимательность врача позволила начать лечение до того, как опухоль перешла в тяжелую стадию. Секреты биопсии. Биопсия – один из главных методов диагностики, особенно когда речь идет об узлах щитовидной железы. Процедура занимает всего несколько минут, но дает врачу колоссальный объем информации. Именно биопсия позволяет отличить доброкачественное образование от злокачественного.
Тонкоигольная аспирационная биопсия проводится амбулаторно. Под контролем УЗИ врач вводит тонкую иглу прямо в узел и получает образец клеток. Эта процедура практически безболезненна и не требует госпитализации. Образцы отправляют в лабораторию, где под микроскопом специалисты изучают структуру клеток, наличие мутаций, форму ядер и соотношение клеточных компонентов. В случае нашей героини цитологи обратили внимание на необычные клетки, удлиненные ядра, повышенную плотность цитоплазмы, а также особую реакцию при окрашивании. Все это признаки злокачественного процесса. На основе этих данных врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Важно понимать, биопсия – это не лечение, а диагностика. Но именно она позволяет избежать ненужных операций в случае доброкачественных узлов и, наоборот, не упустить злокачественные. Благодаря биопсии врачи могут действовать точно, а не вслепую. Сложность заключается в том, что некоторые узлы могут быть пограничными, и интерпретация требует опыта. Но в этом случае биопсия сыграла решающую роль, направив пациентку в нужное русло еще до появления симптомов. Опухоль или нет? Когда пациенту ставят диагноз узел щитовидной железы, это не всегда значит рак. Узлы бывают коллоидными, кистозными, аденомами и лишь малая часть злокачественными. Важно различать эти состояния, ведь подход к лечению принципиально разный. Врачи используют классификацию по системе Bethesda, которая делит результаты биопсии на 6 категорий, от доброкачественного до явно злокачественного. Чем выше категория, тем выше вероятность рака. В нашем случае биопсия попала в 5-ю категорию, что означает высокий риск злокачественности. Злокачественные узлы имеют несколько характерных признаков: неровные края, микрокальцинаты, мелкие отложения кальция, высокий кровоток, гипоэхогенность на УЗИ и подозрительные клетки при биопсии. Эти признаки были у женщины, и врачи не стали откладывать решение. Доброкачественные узлы чаще имеют четкие контуры, мягкие на ощупь, содержат жидкость. Они не требуют удаления, если не мешают пациенту. Но даже они находятся под наблюдением. Раз в полгода или год пациент должен делать УЗИ, чтобы убедиться, что нет роста или изменений. Таким образом, узел – это не приговор, но это всегда повод для точной диагностики. В случае нашей героини это оказался рак, но выявленный вовремя. И теперь задача врачей – убрать опухоль полностью и не допустить рецидива. Удаление? Как это делают? Хирургическое удаление щитовидной железы – это стандартный метод лечения, если опухоль подтверждена или есть высокий риск злокачественности. В случае женщины, о которой мы рассказываем, операция была назначена незамедлительно. Цель – удалить всю долю щитовидки, содержащую опухоль, и провести гистологическое исследование уже после удаления. Операция проводилась под общим наркозом и длилась около 2 часов. Врач сделал небольшой горизонтальный разрез в нижней части шеи, аккуратно отодвинул мягкие ткани и вышел на щитовидную железу. Очень важно при этом не повредить возвратный гортанный нерв. Он отвечает за голос. Также рядом проходят паращитовидные железы, регулирующие кальций в организме. Их нужно сохранить. Опухоль была удалена вместе с прилегающей частью щитовидной ткани. В некоторых случаях проводят лимфодиссекцию, удаление ближайших лимфоузлов, если есть подозрение на распространение. В этом случае такой необходимости не было. После завершения операции шов ушили косметическим способом, чтобы минимизировать след. Пациентка находилась под наблюдением в течение 2 дней. Уже в палате у нее сохранился голос, не было нарушений дыхания или глотания. Это означало, что операция прошла успешно. Но окончательную точку мог поставить только анализ удаленной ткани. Именно он показывает, насколько глубоко опухоль проникла и есть ли основания для дальнейшего лечения. Послеоперационная реальность. После операции начинается другой этап – восстановление и наблюдение. Пациентке важно не просто залечить рану, но и регулярно контролировать уровень гормонов и кальцитонина. Медулярный рак может рецидивировать, поэтому любые изменения в показателях – повод для нового обследования. Женщине назначили заместительную гормональную терапию – таблетки, содержащие тироксин. Он полностью заменяет гормон, который раньше вырабатывала щитовидная железа. Это пожизненное лечение, но оно безопасно и не вызывает серьезных побочных эффектов при правильной дозировке. Шов зажил быстро. Через месяц он стал почти незаметен. Гораздо важнее был контроль за кальцитонином в крови. Если его уровень вновь начнет расти, это может означать возврат опухоли.
Также пациентки провели МРТ шеи и УЗИ для контроля лимфоузлов. Ей рекомендовали ежегодное обследование у эндокринолога, а ближайшим родственникам пройти генетический тест. Один из членов семьи действительно оказался носителем мутации и получил рекомендации по профилактике. Это стало неожиданным, но спасительным последствием внимательности врача. Жизнь изменилась, но пациентка смогла вернуться к привычному ритму. Работала, путешествовала, наблюдалась у врачей и понимала, все могло быть иначе, если бы не то случайное замечание на экране. Аналогичные случаи по миру. История женщины не единственная. Вот в последние годы появилось несколько громких случаев, когда внимательные зрители замечали на теле ведущих, актеров или гостей телешоу подозрительные образования. И это действительно спасало жизни. Один из таких случаев произошел с журналисткой из Флориды. Ее зритель заметил на экране тень на шее и написал письмо в редакцию. Женщина прошла обследование, и у нее обнаружили папиллярный рак щитовидной железы. Операция прошла успешно, и она публично поблагодарила анонимного зрителя за спасение. Подобная история случилась и с австралийской телеведущей. Там тоже все началось с письма от телезрителя. Диагноз подтвердился, и она прошла курс лечения. Такие случаи показывают, внимательность может быть сильнее любой техники. В медицинском сообществе этот феномен стали называть эффектом теленаблюдения, когда множество глаз замечает то, что не видит сам человек. Конечно, не каждое уплотнение – рак. Но даже один спасенный человек делает такие истории бесценными. Врач, о котором идет речь в нашем видео, сам признался, он написал то письмо почти случайно, не надеясь, что его воспримут всерьез. И теперь говорит, что будет рад, если это вдохновит других быть внимательными не только к себе, но и к тем, кого мы видим каждый день. Что должен помнить каждый. Эта история не просто случай из практики, а важный урок. Уплотнение на шее, которое пациентка не чувствовала, могло стоить ей жизни. Ни боли, ни дискомфорта, ни внешних изменений. Все выглядело так, будто ничего серьезного не происходит. Но врач, случайно увидевший ее по телевизору, заметил то, что ускользнуло от всех. Щитовидная железа часто молчит до последнего, поэтому любое уплотнение в области шеи, особенно если оно не исчезает и не вызывает боли, должно стать поводом для обследования. Не стоит ждать, пока появятся яркие симптомы. Медицинская практика показывает, чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на полное выздоровление. Важно также знать свою генетику. Наследственные формы рака – не редкость. Генетический тест – это не приговор, а инструмент профилактики. И если в семье уже были случаи онкологии, стоит проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Наконец, быть внимательным к себе и окружающим – навык, который может спасти жизнь. Один человек увидел нечто необычное и не остался равнодушным. Его сообщение стало началом лечения. И теперь, спустя время, можно с уверенностью сказать, именно этот поступок дал шанс на жизнь. История закончилась хорошо, но пусть она будет напоминанием: здоровье – это не всегда боль. Иногда здоровье – это просто внимательный взгляд, даже через экран.